Всем привет! У нас в комментариях один подписчик задал несколько вопросов, которые связаны с ударом твитчаги, выполненным через маятник. То есть вот этот удар. Значит, вопросы прозвучали следующим образом. Первый вопрос, который прозвучал: можно ли сделать этот удар без подготовки? Второй момент прозвучал: в каких ситуациях этот удар можно сделать? И третий вопрос был: какие комбинации ударов можно использовать при выполнении этого удара? Начнем по порядку. Первое: можно ли проводить этот удар без подготовки или его нужно делать в серии? Скажу сразу: все удары, любые удары желательно делать в серии. Хотя бывают ситуации, когда можно выполнить удар одиночным без каких бы то ни было предварительных элементов. Но скажу сразу, что касается этого удара, надо понимать его особенности. Особенность твита через маятник состоит в том, что это очень медленный удар. Вот очень медленный удар. Исходя из этого, тут возникают свои нюансы. Значит, опять же таки, этот удар достаточно специфический, потому что он дезориентирует противника. Значит, теперь, исходя из этого, против кого его можно применять, против кого его нельзя применять и в каких ситуациях. Значит, без подготовки. Мы сейчас говорим про выполнение этого удара без подготовки. То есть мы стали, сделали маятник и сразу ударили. Его нельзя выполнять в его профессиональной среде. То есть на соревнованиях по тэквондо ВТ. Ну или другого вида тэквондо. Объясню почему. Потому что тэквондисты достаточно хорошо владеют этим ударом. И по крайней мере, если тэквондист не умеет его делать, то он знает, что такое может прилететь и знает, куда убегать. И что с ним делать. Если вы попадаете на тэквондиста хорошего уровня, поверьте мне, это плохо закончится. Поэтому в профессиональной среде, на соревнованиях по тэквондо, этот удар без подготовки выполнять нежелательно. То есть там нужно использовать серии. Значит, теперь против кого этот удар можно, против кого нельзя. Значит, его нельзя использовать против представителей тэквондо, против представителей хапкидо или хапкида. Ребят, кто занимается, простите, я не знаю, как правильно поставить ударение. И его нежелательно использовать против боксеров. Теперь объясню по порядку. Тэквондисты, понятно, они прекрасно владеют техникой этого удара и его защитой. Хапкида — та же самая ситуация, это корейская школа, по сути говоря, это японское классическое джиу-джитсу, которое было привезено в Корею, простите. Но суть заключена в том, что в Японии джиу-джитсу обогатилась ударной техникой карате, а в Корее, соответственно, тэквондо. Исходя из этого, получается то, что получается. Представители школы хапкидо прекрасно знают все технологии тэквондо и довольно неплохо умеют от них защищаться. А если учесть, что хапкидо — это достаточно жесткая школа, то поверьте мне, если вы попытаетесь без подготовки против представителя хапкидо это сделать, это закончится тем, что вам руки-ноги повыдергивают из нужных мест и раньше, чем вы поймете, что произошло. Также я не советую, настоятельно не советую использовать этот удар против боксеров. Почему? Потому что удар очень медленный. Боксеры, хотя и не знакомы с тактикой, вернее с технологией выполнения этого удара, но они всю жизнь затачиваются на повышение реакции и работы на взрыв. Это очень шустрые ребята. И есть большая вероятность того, что пока вы будете вылетать, боксер сделает сайдстеп, накроет вас хуком в голову, вы ляжете и не поймете, что произошло. То есть он может даже не понять, что происходит, сработать просто на рефлексах. То есть там очень высокая скорость. И именно из-за разницы в скоростях я не советую против боксера использовать этот удар одиночным. Значит, теперь против кого может пройти, может не пройти. Это представители тайского бокса, муай-тай, и представители ушу. Тайский бокс связан с тем, что в тайском боксе или в муай-тай эти технологии есть и их используют. С одной стороны. С другой стороны, бойцы тайского бокса прекрасно обходятся руками, локтями, коленями, лоу-киками и какими-то простыми ударами ногами. То есть технологии эти есть, но ими там не пользуются. Вернее, пользуются только бойцы очень высокого уровня.
Поэтому боец низкого уровня может и не сориентироваться, что вы делаете. А боец высокого уровня прекрасно умеет от этого защищаться. Поэтому сказать, на какого бойца вы нарветесь, соответственно, я не могу. Поэтому с тайцем, с представителем тайского бокса, может пройти одиночный удар, может не пройти. 50 на 50. Что касается китайского ушу. Ушу – это обобщающее понятие для всех школ китайских боевых искусств. В Китае есть школы, в которых эту технологию хорошо знают и используют, а есть школы, в которых вообще с ней даже не знакомы, потому что там вообще совершенно другие направленности. С представителем какой школы вы столкнетесь? 50 на 50. Поэтому с одними это может пройти одиночный удар, с другими не пройдет. Против кого точно не пройдет, простите, вот я еще забыл, это представители капоэйры. Вот там это точно не пройдет, там нужна серия. Больше того, они вся эта система построена вот на таких технологиях. И для них это сюрпризом точно не станет. Значит, теперь против кого одиночный твит через маятник зайдет с огромной долей вероятности, это представители карате, представители кикбоксинга, представители рукопашного боя, представители, в принципе, всех систем японского направления. Это джиу-джитсу, это дзюдо, это айкидо, это кудо, например, и так дальше. Вот. Также это может зайти и против самбистов. Вот, то есть в таком плане. Опять же таки, я сейчас вот это говорю только исходя из классических направленностей школ. Но нужно понимать, когда я начинал заниматься, это было в 90-х, уже тогда мы понимали, что классической направленности карате не хватит на улицу. То есть мы прекрасно начинали понимать, да, когда я пришел в спортклуб, я был с такими розовыми очками, я думал, что карате это всему все самое хорошее, все самое классное, все, что только есть. Через пару лет занятий я понял, что японское джиу-джитсу выигрывает в разы по сравнению с карате. Что боевое самбо это намного лучше, намного практичнее на улице, чем карате. А через пару занятий, еще через пару лет я понял, что карате для улицы это вообще в чистом классическом виде, это вообще неприемлемая школа. Вот. Но даже тогда, когда мы занимались, абсолютно все для общего развития занимались боксом, для общего развития занимались какими-то бросковыми техниками, занимались какими-то еще вещами. Вот. Многие из наших ребят занимались параллельно в нескольких клубах. Поэтому, опять же таки, если вы приходите и против вас стал представитель, например, карате, в карате этой технологии нет вообще, от слова совсем. Они с ней не знакомы. Но вы же не знаете, чем этот человек занимается для расширения своих кругозоров и для повышения своего уровня. Поэтому, в принципе, сказать, что вот против вот этих школ можно применять, против вот этих школ нельзя применять, это достаточно размыто. Мое мнение, я бы вообще никакие удары не применял одиночными, потому что это достаточно рискованный вариант. Но если мы говорим про классические направления школ, против вот этих можно, против вот этих нежелательно, против вот этих нельзя вообще. Значит, вот этот момент такой, который, ну, как бы, можно ли использовать этот удар без подготовки? Можно. Ну, знаете, как в том анекдоте про полочку и Вовочку, да? Повесить-то я ее туда повешу, только зачем она там нужна? То же самое здесь. Использовать в принципе можно, но непонятно, против кого вы попадете, в каких условиях вы попадете и как это будет. То есть это что касается первого вопроса. Второй вопрос, который прозвучал, звучит следующим образом. В каких ситуациях этот удар можно применять? Значит, скажу сразу, этот удар применяется или когда вам нужно очень сильно сократить дистанцию, то есть вы изначально стоите далеко от соперника. Вот. Но, как правило, в бою, если соперник настроен драться, он будет идти к вам, вы будете сближаться, как бы здесь нормально. Как правило, такая ситуация возникает, когда соперник уходит от поединка. Или когда вы атакуете, а соперник начинает сильно оттягиваться назад. И его нужно догнать. Вот в этой ситуации этот удар используется. Значит, какая особенность здесь? Для этого удара в данной ситуации нужно пространство. Соответственно, эту галочку надо иметь в виду, когда мы будем в перспективе говорить о связках. Еще этот удар можно использовать в той ситуации, когда соперник на вас нападает. То есть идет на сближение.
к вам. Но здесь есть один маленький нюанс. В этом случае маятник надо делать передней ногой. Не задней, а передней. Это на порядок сложнее, и на это я, наверное, сделаю отдельное видео, как это сделать и как это будет выглядеть вообще. Потому что в формате вопрос-ответ это не пройдет. Это достаточно сложная техника выполнения. То есть в таком варианте, как мы видели, только вдогонку. То есть когда соперник уходит назад. Теперь следующий вопрос. Какие связки можно использовать или в связках с какими ударами можно использовать твит через маятник? Значит, тут есть такой маленький нюанс. Теоретически использовать можно со всеми ударами, вот вообще со всеми. Просто есть удары, с которыми его проще сделать, а есть удары, с которыми его сделать очень сложно. Поэтому тут какие удары у вас получаются, с такими и делайте. Я вам подготовил связку из самых простых ударов, то есть тех, которые используются, и мы можем сегодня посмотреть, как это будет выглядеть. И я по ходу дела постараюсь объяснить, какие нюансы надо здесь использовать. Значит, первое, с чего мы начнем, это апчаги твит. Смотрим. Значит, в принципе, связка достаточно несложная. Чем она соблазняет? Она соблазняет тем, что апчаги направлена вперед, вас никуда не закручивает, не раскручивает, проблем в принципе никаких нету, и вы спокойно можете выкинуть маятник и дальше продолжить твитом. В чем особенность или нюанс, который вам нужно учитывать? Когда вы бьете апчаги, особенно важно, чтобы вы ударили апчаги коротким движением, подобрали ногу, а не завалились вперед. Если вы сделаете таким образом, вы рискуете тем, что вам не хватит пространства для выполнения этого удара. То есть вы должны понимать, на что вы целитесь. Если вы рассчитываете достать первым ударом соперника, вы вложились, вот, вы оказались здесь, а он вот настолько ушел. Ну давайте говорить честно, вот то, что он вот настолько отступил, вам не хватит для того, чтобы сделать маятник и взлететь. Поэтому вам нужно понимать, если вы видите, что соперник от вас удаляется, вы делаете апчаги фактически только для того, чтобы напугать соперника и как-то дезориентировать. А после этого вы в связке продолжаете, выкидываете маятник и дальше атакуете. В принципе, если он недостаточно далеко убежал, вы можете этот же удар сделать только уже с ударным маятником. То есть твит с ударным маятником мы разбирали, по-моему, в занятии удар твит через маятник в базовом уроке. Там есть, как сделать 2 удара. Значит, это что касается апчаги. То есть при ударе подобрать ножку, удержать вес и потом шагнуть туда, куда вам надо. Надо шагнули чуть ближе, надо шагнули чуть дальше, для того, чтобы у вас было пространство для маятника. Дальше. Следующий удар. Нерио-чаги. Смотрим. Значит, что касается нерио-чаги, здесь все в принципе то же самое. Вам нужно подобрать ногу и поставить ее туда, куда надо, а не туда, куда вы упали. А в каких случаях я настоятельно не советую делать этот удар через маятник? Не советую, если у вас нерио-чаги поставлено вот таким образом, когда вы бьете от бедра. То есть нерио-чаги, для того, чтобы вам продолжить дальше работу маятником, покажу на эту ногу, нерио-чаги должны выглядеть следующим образом. То есть если вы не приучены выводить поднятое колено, дорабатывать ногой и подбирать колено, в принципе, забудьте про эту связку. Почему? Потому что при вот таком выполнении нерио-чаги вас завалит вперед, вы потеряете равновесие, вы не сможете перенести вес на переднюю ногу так, как надо, чтобы разгрузить заднюю. Это приведет к огромной потере времени. И к тому моменту, когда вы соберетесь взлетать, противника там уже не будет. То есть он не обязательно, что он будет вас атаковать. Если он от вас убегает, он просто убежит достаточно далеко, и у вас просто не получится. Поэтому нерио-чаги для того, чтобы нормально сделать твит через маятник, надо сделать следующим образом. Тогда шагнули и делаем, соответственно, маятник, взлет, удар.
Следующий удар, который тоже можно использовать, это долио чаги. Смотрим. Значит, что касается долио чаги. Долио чаги это круговой удар. И вот здесь возникает ряд проблем. Проблема заключена в том, что когда мы делаем твит через маятник, вообще правильно сделать маятник вверх. То есть вот сюда маятник, потом тут вкручиваемся и бьем. К сожалению, очень многие спортсмены делают маятник вот таким образом. Закручиваясь в круг и отсюда выкидывая ногу. Проблема заключена в том, что при подобном выполнении маятника против доли вы вообще не сможете работать. После доли, простите. Но для того, чтобы вам нанести удар и правильно ударить эту связку, работая с долио чаги, вам нужно вынести ногу коленом вверх, вперед, развернуться боком, атаковать и обязательно подобрать ногу. Только после этого у вас сохранится прямолинейная направленность атаки. Представителям карате я настоятельно советую пересмотреть технологию удара маваши-гери. Почему? Потому что каратисты по классике карате маваши заряжается вот отсюда. Даже вот сзади. То есть там получается атака вот. При такой атаке вас раскручивает по прямой линии, и если вы не попадаете в цель, вы получаете боковое ускорение, что даже при подборе ноги вас может немножко закрутить. А если вас закрутило чуть-чуть в эту сторону, соответственно, вынести теперь маятник сюда, будет достаточно проблематично. Поэтому, если вы занимаетесь карате и хотите сделать этот удар, сделайте не маваши-гери, а сделайте долио чаги. То есть вынесите ногу вперед, доверните корпус, атака, подбор, постановка. Вы сохраняете прямолинейное ускорение, больше того, прямолинейный вектор атаки. Больше того, вынос колена вперед придает прямолинейное ускорение, то есть вы бросаете массу тела вперед, а не закручиваете ее в сторону. То есть вот это что касается долио чаги. Если вы занимаетесь тэквондо, скажу сразу, скорее всего у вас не получится сделать маятник через монгол. То есть вот таким вариантом сделать такую накидочку, раз. И отсюда вот эту штуку, честно говоря, не знаю. Там уже по-другому надо делать. Вот. Поэтому доля чаги должна быть с четким подбором ноги назад. Постановочка, тогда вылет. Значит, следующее. Горио чаги. С горио чаги это проще всего. Почему? Потому что даже если вы маятник кидаете по кругу, у вас нога, удар горио чаги вас раскручивает в ту сторону, куда вы будете кидать и маятник. Поэтому здесь вот вообще проблем быть не должно. Единственный вариант, то же самое условие. Мы подбираем ногу, чтобы комфортно ее поставить туда, куда надо, а не туда, куда она упала. Смотрим, как выглядит этот удар. Хорошо. Следующее. Это сева чаги и бакат сева чаги. Ан сева чаги, бакат сева чаги. Значит, с этими ударами все то же самое, что и с долю чаги и с горио чаги. Значит, ан сева чаги. Смотрим. Здесь важный момент. Когда мы делаем ан сева чаги, нам нужно, провернув корпус, подобрать ногу под себя. Вот так, таким образом. То есть, а не сделать с проносом массы тела и упасть вперед. Если мы сделаем так, выполнить маятник не получится.
Поэтому мы выносим ногу, короткий удар, подбираем ножку, поставили, маятник, удар. Если я не проконтролировал, если я не смог удержать севачаги и я завалился, соответственно, у меня ничего не получится. Касательно севачаги у нас было занятие, я оставлю ссылочку в подсказке, посмотрите, как технически его правильно выполнить. Я не буду здесь объяснять всех деталей. Бакат севачаги. То же самое. Бакат севачаги выполняется движением в сторону. Но тут опять-таки важный момент. Мы не наступаем на цель, сваливаясь сюда. Почему? Потому что, смотрите, если я делаю бакат сева, и при ударе я бросил массу тела в сторону, я на полкорпуса уже сместился от цели. И, соответственно, мне теперь бить надо сюда, а цель здесь. Поэтому, выполняя бакат севачаги, мне нужно рассчитать таким образом, чтобы после его проведения моя ось симметрии оказалась напротив цели. То есть, возможно, изначально соперник оказывается сбоку чуть-чуть, убежал туда. Вот он вот так по кругу убегает. Я выкидываю бакат севачаги в сторону, чуть-чуть смещаюсь относительно него, тогда взлетаю, наношу атаку. Если соперник находится строго передо мной, тогда бакат сева должно быть без выброса тела в сторону удара. Бакат сева должно выглядеть вот таким образом, обычным хлыстом. Тогда отсюда поставил ногу, маятник, удар. То есть, в принципе, приблизительно так будет выглядеть этот удар в связке с базовыми ударами. Мы сейчас не касаемся сложных вариантов выполнения этих ударов, вот, потому что там свои нюансы, свои эти. Но в принципе, если вы на базовых ударах сможете эти удары посвязывать, то какое-то более сложное исполнение там со слайдами, с прыжковой техникой и так дальше, в принципе, я думаю, это будет достаточно несложно и достаточно применимо. Хорошо, друзья мои, на сегодня все. Надеюсь, я смог дать ответы на эти вопросы. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, оставляйте комментарии, лайки, дизлайки. Вот, и до следующих встреч.